Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Мир Моделей, меня зовут Павел. Так получилось, что совсем недавно в наши магазины поступило большое количество модельной химии от фирмы Tamiya. И так уж получилось, что большое количество пришло шпаклевки. Дело в том, что очень многие моделисты задают вопрос, какая шпаклевка, чем она отличается друг от друга, как ее лучше всего наносить, применять, смешивать и так далее. И вот сегодня наша передача будет посвящена именно этому. Итак, уважаемые друзья, что бы хотел сказать, при сборке моделей часто возникают очень неровные стыки, есть какие-то утяжины, есть механические повреждения, есть, допустим, ненужная в каких-то местах расшивка. Ее необходимо убрать. Для этого мы используем именно шпаклевку. Я, конечно, скажу вам честно, немножечко чуть-чуть подготовился. Некоторые виды шпаклевки я нанес заранее. Это вчера вечером, например. Но сейчас я вам просто продемонстрирую самые две распространенные из них. То, что все пользуются. Это вот двухкомпонентные шпаклевки. Вот, серая и белая. Традиционно я, конечно, покажу товар лицом. Что находится внутри. Внутри находится тюбик. Мы в одной из передач вскользь касались этого момента. Вот такая вот. Это у нас серая шпаклевка. Значит, как тюбик с зубной пастой здесь мы протыкаем. И вот здесь вот непосредственно вот она сама шпаклевка. Значит, сразу же вопрос весь в чем. Как наносить ее? Наносится ее с помощью... Ну вот у нас есть вот такой вот фирмы Jazz. Есть вот такой вот шпатель. Вот такой вот шпатель. То есть можно его взять, допустим, вот таким вот образом и нанести на вот какое-то вот, ну, допустим, вот эту часть вы хотите вот. Вот. Нужно наносить обязательно с горочкой, потому что шпаклевка дает усадку. Вот. Сразу же несколько полезных советов. Ну, во-первых, вот здесь у нас сейчас образовалось вот такое пятно. Его можно тряпочкой вытереть сразу. Вот. Но если вы этого не сделаете, она засохнет. Ее нужно будет в растворителе потом отмывать. Что можно использовать вместо так называемого фирменного шпателя, который я вам только что продемонстрировать? Можно пойти в магазин какой-нибудь хозяйственный, либо продуктовый, и взять такой вот, допустим, 100 ножей, вот таких вот пластиковых. Можно спокойно им использовать как лопатки или может как шпатель. Вот. Значит, они по составу практически идентичны. Одна просто белая, одна серая. Вот. Она затвердевает примерно за там 3-4 часа. Вот здесь вот я хотел бы вам сразу показать вот это вот такая же шпаклевка, которую я только что нанес. Вчера я нанес ее вот в эти два места. То сейчас она уже полностью отвердела. Вот, и она спокойно обрабатывается с помощью наждачной бумаги, либо вот такой вот пилки. Вот она полностью отвердевшая. Вот, и постепенно мы вот зашпаклевываем вот эти вот места, снося ненужные нам, допустим, углубления, расшивку, утяженные литьевые швы ненужные и так далее. Вот, в принципе, для этого вот как бы шпаклевка нужна, то есть не нужна. Таким вот образом вот как бы убираем. Они, я уже, как уже сказал, уже отличаются только цветом, белая и серая. Кому как удобнее, в зависимости от каким пластиком вы пользуетесь. Мне больше нравится серая, кому-то, может быть, нравится белая. Но тут, как говорится, кому как удобней. Так, следующее. Это вот такие вот две шпаклевки у нас есть. Это эпоксидные шпаклевки, которые имеют в своей составе, я немножко использую свой, так сказать, домашний материал. Там вот находятся вот такие вот две колбаски. Ну, пластилинообразные они. Они эпоксидные, то есть их можно брать, допустим, или отрезать
по какому-нибудь небольшому, допустим, куску. Вот, там, допустим. И столько же надо, допустим, отрезать или отщипнуть от другого. Вот таким вот образом. Потом все это перемешивается. И получается потом такая вот получается масса, которая может, допустим, вот здесь у нас еще известная наша кошка, это вот этот мустанг. Вот нам нужно, например, заделать вот такой вот щель. Если мы используем шпаклевку предыдущего типа, то она усохнет и вся провалится внутрь фактически. Здесь же за счет того, что материал более густой, единственное, что он где-то порядка, вот этот будет где-то порядка 6-8 часов сохнуть, это будет сохнуть быстрее. Ну, где-то часа 3-4 она будет сохнуть. Ну, вот таким вот образом мы ее туда вот так вот. Вот таким вот образом. И даем ей застынуть. Ну и потом, я вот такой шарик уже скатал накануне, он потом превращается вот полностью твердый материал, который потом также можно будет спокойно вот, ну здесь у меня не совсем затвердело, вот таким вот образом можно будет это все опять же сошлифовывать. Это удобно там, где у вас очень большие щели, сквозные щели, или вот такие вот большие неровности. Также очень многие опытные моделисты используют вот эту вот шпаклевку для изготовления недостающих деталей или, допустим, не тех деталей, которые предлагает производитель-изготовитель. Допустим, фигурки солдат. Вот не устраивает, допустим, моделиста голова или поза данной фигурки, а они делают из них головы, туловище, руки. Но при этом не забывайте, что поскольку это все-таки потом она высохнет и встанет вот так будет, она имеет ломкость, туда нужно обязательно поставить металлический каркас из какой-нибудь скрепки, либо булавки. То есть, чтобы это была как бы основа, типа такой, как микроскелет, и на него уже одевают потихонечку. Что еще хочется сказать? Есть вот такая вот шпаклевка. Многие, она не так часто появляется. Вот такая вот шпаклевка. Это шпаклевка с отвердителем. То есть, если мы откроем внутри, мы там найдем тюбик. Вернее, два тюбика мы найдем. Сначала мы найдем вот такой тюбик с отвердителем. Вот. И потом мы вот еще раз мы тряханем и найдем все-таки вот такой вот такой вот продукт. Вот. Чем интересен он? Значит, я вам сейчас его продемонстрировал. Сейчас я достану, так сказать, свой. Я уже несколько раз пользовался. Очень успешно. Сделать это вот таким вот образом. То есть мы открываем какую-нибудь вот такую емкость. Желательно, конечно же, сухую. Вот так вот выдавливаем шпаклевку. Она, видите, вот такой вот консистенция. А потом выдавливаем туда немножко вот такого. Он будет в виде таких как вот паучков. Вернее, я неправильно выразился, червячков. Сейчас, секундочку. Вот я выдавил туда немного отвердителя. После этого всю эту консистенцию вот это вот надо вот обязательно вот смешать. Вот получается вот такая вот масса. Я еще, ну, в принципе, я думаю, что небольшие здесь объемы веществ, которые находятся в тюбиках, поэтому лучше всего смешивать, конечно, не в такой большой таре, а какой-нибудь, чтобы типа пробки, что-то поменьше, чтобы и расход был меньше, потому что если вот это размешать, ну, тут надо довольно-таки много что шпаклевать. Я не думаю, что такие объемы есть. Современные модели все-таки не имеют таких вот сильных таких вот участков. Но вот на кошке, так называемую, вот мы опять призываем на помощь нам кошку, я использовал вот эту шпаклевку вот в этих вот двух вариантах. То есть я вот использовал ее здесь, использовал ее здесь. Сделал это вчера, опять же, вечером. То есть эта вещь вот, то есть вот эта нанесенная шпаклевка, она просохла примерно, ну, 10 часов. Вот я, ну, она совсем уже, я только тыкаю острым ножом, и, в принципе, она уже абсолютно
не продавливается. Ну и также ее, конечно, можно вот таким вот образом она вышлифовывается. Великолепно держится. Здесь даже еще причем от того, что здесь как бы самолет еще окрашен. Вот, уважаемые друзья, хочу вас познакомить с очень интересным продуктом. Сразу скажу, что это очень недешевая шпаклевка. Это шпаклевка, опять же, фирмы Tamiya. Это светоотвердевающая шпаклевка. Значит, она упакована, также уже стандартная шпаклевка упакована в бумажную коробочку. А здесь она находится вот в таком вот мешочке. Не светоотражающий. Ну, опять же, использую, так сказать, свою. Извиняюсь, видно, что я уже пользовался ее уже не один раз. Вот так вот она выглядит. Вот. Механизм нанесения ее таким вот образом. То есть мы берем, открываем, наносим очень небольшое количество. Именно небольшое. Лучше небольшими количествами. Ну вот, допустим, наносим. Ну вот она такой сметанообразной консистенции. Вот, а потом используем вот такой вот фонарик, ультрафиолетовый фонарик, и в принципе она должна затвердеть за, ну, у меня затвердевала и за 2 минуты, и за 5 минут. Но главное не переборщить с количеством, лучше понемножку нанести сначала один слой, его посветить, он затвердеет, потом подождать какое-то время, нанести еще один слой, он, соответственно, тоже приобретет нужную твердость. Сейчас мы посмотрим. Ну вот она уже схватывается. Немножко я большой очень объем сделал. Надо было сделать совсем маленький. Это было бы вот буквально, если совсем маленький, то я думаю, что и минуты бы хватило бы. Прямо у вас на глазах все это бы смогло затвердеть. Ну, я думаю, что под обыкновенной лампой это не сработает. Там нет ультрафиолетовых лучей. Ну, либо на солнце, либо под лучом вот такого фонарика, либо в солярии. Это, конечно, была шутка. Прошу воспринять ее как шутку, а не призыв к действию. Вот она уже отвердела. Была она сметанообразного такого. Даже она немножко поменяла цвет. Но, в принципе, я говорю, что я здесь немножко переборщил. Здесь можно совсем небольшими, маленькими небольшими порциями. Ну, в принципе, очень удобно, когда вот нужно небольшие вещи заделать, и не нужно ждать там по 4-6 часов и так далее. Сейчас мы закроем. Ну, сейчас попробуем мы ее. Этот эксперимент я еще не проводил, но попробуем. Вот. Ну, вот она уже и фактически затвердела. Ну, здесь, где я светил, она затвердела. Здесь она еще, конечно, мягче. Поэтому здесь она будет смазываться. А вот здесь она уже, в принципе, уже имеет довольно-таки твердую основу. И она уже зашпаклевала. Там маленький элемент расшивки, элемент крючка. Это здесь уже, в принципе, она отвердела. Конечно, встанет она абсолютно попозже. Так сказать, полностью, конечно. Дают все шпаклевки, они все-таки дают усадку. Поэтому это надо учитывать. Вот таким вот образом. С чем бы можно еще сказать вам? Ну, бывает, когда, вот, ну, например, я уже в одной из передач показывал, мы там восстанавливали расшивку, и вот бывает так вот вы расшивку делаете, у вас скользнул резак, и у вас получилась вот такая вот царапина. Ну, не очень удобно сюда. Ну, конечно, можно использовать вот эту шпаклевку, которую я только что вам показал, светоотвердевающая. Но есть более дешевый способ. Можно использовать хорошо всем известную тамиевский грунт, который надо разводить. Его надо только вот как бы хорошо, очень интенсивно взболтать. И потом взять там, допустим, кисточку
Кисточку желательно взять похуже, потому что в принципе он ее забьет. И вот таким вот моментом можно вот таким вот образом эти царапинки, очень мелкие царапинки можно закрыть. Затвердеет это все через 2-3 часа. Опять же, потом вы это спокойно можете зашлифовать надфилем, наждачной бумаги, либо вот этими пилками, которыми я пользуюсь, мягкими. Большим удовольствием и с большим успехом. Эта шпаклевка, к сожалению, в данный момент у нас в магазинах не продается. Но вот для такого же метода, который только что я вам показал, одним из лучших составов вообще считается вот именно вот такая вот шпаклевка от компании Ганза, Мистер Хобби. Она белого состава, таким вот она единственное, что она немного такая густая и тоже может спокойно заделывать всякие микро царапины и небольшие, очень небольшие поверхностные какие-то повреждения на модели. Еще раз я говорю, что данного продукта у нас в магазинах, он когда-то у нас продавался, сейчас его у нас нету. Ну, поскольку мы делаем, так сказать, небольшой обзор с углублением, то я думаю, что я должен показать то, чем сам пользуюсь. И это будет, думаю, справедливо. Ну и еще один из таких вот методов, ну вот опять же вернемся к нашей кошке. Можно, допустим, зашпаклевать, как я уже говорил, уже с помощью супермомента. Всем известный гель. Допустим, придумаем себе задачу, и нам нужно вот закрасить, ну или, допустим, заклеить, ну вот это вот, допустим, вот этот крючок, как бы у нас, вот этот крючок, он как бы у нас, ну, неправильный. Берем мы, я тут немножко, если честно, конечно, скажу вам, переборщил. То есть надо было взять, как я уже сказал в начале передачи, что-то типа лопаточки. Но вот так вот я вот очень неаккуратно здесь его сделал. Сейчас пока он еще, конечно, естественно, не затвердел. Таким вот образом. Ну и для того, чтобы он быстрее схватился, нужно использовать тоже, опять же, мы в одной из передач использовали его. Я рассказывал, как он работает. Это активатор для ускорения засыхания. Вот таким вот образом. Вот он сразу начинает, происходит испарение. Пройдет 2-3 минуты. И вот это вот соединение можно спокойно шлифовать самым крупным зернистым материалом. У меня порезанные такие вот пилки. Сейчас вот немножко чуть-чуть просохнет. Видно уже, что, конечно, уже лючка там уже данного нету в помине. Вот. Сейчас еще чуть-чуть просохнет. Но, в принципе, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что вот уже все здесь затвердело. И, в принципе, ну, таким вот образом можно потом уже, вот уже здесь уже можно вышлифовывать все это на ноль. Ну, вот видите, уже даже по грани уже идет. Вот уже даже я уже сошкурил до грунта. Вот. Ну что, хочу сказать одно. Где-то здесь когда-то был лючок. В данный момент мы его не наблюдаем. Конечно, все это нужно еще более тщательно обработать. Вот, я опять же говорю, что некоторые вещи я утрирую. Мне главное, чтобы было понятно именно суть происходящих процессов. Все это набирается только, к сожалению, с опытом. Готовых рецептов у нас, как говорится, нету. Мы можем только посоветовать вам пробовать, еще раз пробовать. Уважаемые коллеги, вот подходит к завершению наша сегодняшняя с вами передача. Сегодня мы попытались, так сказать, сделать обзор по тому материалу, которого мы в моделизме производим шпаклевание, устранение различных утяжин, царапин, недоливов и так далее. Я продемонстрировал вам сегодня несколько видов шпаклевок. В основном это фирма Tamiya, но также показал вам, как можно добиться хорошего результата при использовании, ну, в частности, других фирм.
Ну, я уже сказал немножко выше, что невозможно дать готового и стопроцентного результата. Нужно все пробовать постепенно, понемногу, что-то в каждой модели добавлять, использовать какие-то новые приемы, новые материалы. Ну, а то большое обилие шпаклевки, которое сейчас присутствует в наших магазинах, я думаю, что вы будете теперь разбираться и знать, что вам нужно и для каких целей вы это будете применять. Надеюсь, это поможет строить вам ваши модели в нужном количестве. Самое главное, чтобы они полностью и целиком вам нравились, занимали достойное место на ваших модельных полках. Всего вам хорошего, до новых встреч. С вами был Мир моделей, меня зовут Павел. Всего наилучшего.